О боже, как это вкусно! Да, друзья, именно этими словами я хочу начать этот видеоролик. Сегодня мы приготовим с вами гороховый суп на копченых ребрышках, которые мы с вами закоптили сами в кастрюле. Как самостоятельно закоптить ребрышки в обычной кастрюле на обычной плите без коптильни, но классическим способом копчения на ольховой щепе, вы можете посмотреть в моем ролике по ссылке вверху. Домашние копчености действительно придают блюдам неповторимый вкус и волшебный аромат. Суп получился наваристый, ароматный, в меру густой, но очень вкусный. Готовить суп я буду в 4-литровой кастрюле. Собственно, на 4 литра у меня идет и расчет ингредиентов. Это колотый горох 400 грамм или 100 грамм на 1 литр, морковь 250 грамм, лук 250 грамм, картофель 600 грамм, соль, перец и специи по вкусу. Из специй я использую только соль, перец и приправу смесь кавказских трав. И, конечно же, мы будем использовать ребрышки, которые мы приготовили с вами сами. У меня их получилось 540 грамм, но на 4-литровую кастрюлю вы можете взять и больше, вплоть до килограмма. Как говорится, кашу маслом не испортишь. Вес всех овощей у меня взят еще до их чистки. Итак, для начала нам необходимо подготовить наш горох. Его необходимо хорошо промыть в холодной проточной воде до такого состояния, чтобы вода, в которой мы промываем горох, была прозрачной. Далее горох нам необходимо замочить. Мы заливаем его крутым кипятком и оставляем на 1 час. Замачиваем горох для того, чтобы он хорошо разварился, а также, как говорят некоторые повара, замоченный горох не вызывает сильного газообразования. Лук, морковь и картофель нам необходимо нарезать мелкими кубиками. При этом картофель мы также замачиваем в холодной воде. Замачивание картофеля делает этот корнеплод менее калорийным и значительно улучшает его вкус. Калорийность снижается за счет того, что из картофеля мы убираем крахмал. Наши ребрышки мы тоже разрезаем так, чтобы у нас получились отдельно и косточки, и кусочки мяса. На разогретой сковороде нам необходимо сделать зажарку из лука и моркови. Для этого мы наливаем масло, выкладываем лук, жарим его буквально 2-3 минуты и затем добавляем морковь. И жарим лук с морковью до состояния, когда лук станет у нас золотистым и мягким. В нашу кастрюлю мы наливаем 3 литра воды и доводим ее до кипения. После замачивания горох набух, он увеличился практически в 2 раза в объеме. Мы сливаем воду и кладем горох в кипящую воду. И сразу же выкладываем в кастрюлю наши копченые ребрышки. Горох и ребрышки мы варим в течение 60 минут. Воду не солим. После 60 минут мы сливаем воду из картофеля, промываем его холодной водой и добавляем в нашу кастрюлю. После того, как мы добавили картофель, нам необходимо дождаться момента, когда наш суп снова закипит, и отмерить 20 минут. Через 20 минут мы добавляем нашу зажарку из лука и моркови, солим и перчим и добавляем приправы. Я добавляю приправу смесь кавказских трав. Соль, перец и приправы добавляйте по вкусу. После того, как наш суп снова закипит, мы отмеряем 10 минут. Через 10 минут наш суп готов. Мы выключаем плиту и даем супу настояться в течение пару часов. А еще вкуснее суп получается, когда он настоится примерно 12 часов. Вот такая красота у нас получилась. Словами это просто не описать. Это очень вкусно. Домашние копченые ребрышки придают блюду несравнимый вкус и аромат по сравнению с магазинными продуктами. По густоте, на мой взгляд, суп получился идеальный. В следующих видео мы приготовим еще очень много всего вкусного. До встречи, друзья!